Всем привет! Добро пожаловать в этот влог. Это влог на русском, поэтому если вам нужны субтитры, не забудьте их включить. В этом влоге я хочу раскрасить матрешку. Кто смотрел мои предыдущие влоги, видели, что у меня есть вот такая деревянная заготовка. И я хочу раскрасить ее сама. Но у меня нет красок, у меня нет кисточек, у меня нет ничего. Поэтому сегодня мы с вами пойдем в магазин и выберем все, что нужно. Вчера на планшете я примерно нарисовала, какой я вижу матрешку. И она должна выглядеть вот так. И теперь я знаю, какие цвета мне нужно купить. Теперь я понимаю, как я буду ее раскрашивать. Поэтому сейчас я уже одета, я уже позавтракала, у меня уже был урок испанского, и я готова выходить в магазин. Но пойдем мы не только в магазин, еще мы пойдем в пункт выдачи забирать мой заказ. Я заказала книги. И я долго думала, заказывать книги или не заказывать, потому что я не знаю, где я буду жить через год, и книги я точно не смогу взять с собой, поэтому нужно будет или отдавать, или продавать. Но все-таки я хочу иметь несколько книг дома, тем более, что моя полка выглядит очень пустой, без книг, поэтому я думаю, что будет отлично поставить несколько книг. И я планировала перечитать классическую литературу, потому что очень много произведений я читала только в школьные годы, и прошло очень много времени, поэтому я решила, что я буду заказывать немного, прочитывать их и ставить на полку. Таким образом, у меня будут книги только те, которые я уже прочитала. А не так, что... как многие из вас, я думаю, тоже. Приходим в книжный магазин, выбираем книги, покупаем, ставим на полочку, и там они ждут своего часа годами. Нет. Ну что, я выхожу в магазин. Я пришла домой. Но покупки я покажу немного позже, потому что сейчас я хочу успеть побегать, пока светло, потому что темнеет уже рано. Поэтому сейчас я переоденусь и покажу вам стадион, парк. Ладно, я сказала глупость, когда сказала, что темнеет рано. Просто темнеет раньше, чем летом. 19:20 уже закат. И быть в парке ночью, точнее, когда уже темно, мне не очень комфортно. Ну и я не буду себя снимать во время бега и после бега, потому что мое лицо краснеет очень странно. Оно становится красным, но вот здесь вот все остается белым. В общем, это выглядит очень, очень некрасиво. Но я расскажу, кто чем занимается на этом. Ну, это стадион, но это такой спортивный парк. Вот, я расскажу вам об этом после того, как побегаю. И надеюсь, что у меня получится пробежать 5 километров. Посмотрим. Может быть 2, может быть 3. Это тоже неплохо. Это лучше, чем ничего. Давайте посмотрим, чем же занимаются люди здесь. Кто-то играет в баскетбол на баскетбольной площадке. Кто-то катается на роликах, кто-то делает упражнения со штангами и гантелями, кто-то играет в хоккей на траве, кто-то занимается на тренажерах. Ну что, я дома, привела себя в порядок, поужинала и готова сделать распаковку. Итак. Что у меня здесь? Кисточки.
Я брала строительные кисточки, они будут нужны мне, чтобы смахивать пыль. И мне нужна только одна, но 3 кисточки почему-то стоили дешевле, чем одна кисточка. Поэтому я взяла 3. Палитра. Дальше. Кисточки, набор кисточек. Побольше, среднюю и поменьше. Ну, я хотя думаю, что они обе средние. Одна такая квадратная, вторая вытянутая. Все, нет? Итак, из красок у меня фуксия, белая. Дальше, как она здесь называется? Неоновый синий, коричневый, черный и фиолетовый. Я хотела немного другой оттенок, но был только такой. И в принципе они тоже сочетаются. Красивая комбинация. Голубой мне нужен для матрешки, но я не покупала голубой. Я просто купила синий, потому что потом мне точно пригодится синий. И я просто смешаю его с белым. Мой заказ из книжного магазина. Итак, у меня здесь Антон Павлович Чехов, палата номер 6. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Смотрела новый фильм в Армении в марте, я думаю. Божественный новый фильм, посмотрите, если у вас есть такая возможность. Дальше закладочка. Это подарок. Расширяй горизонты, читай книги. Хороший призыв. И Замятин мы. Не читала, много слышала. Думаю, самое время прочитать. Вот 3 книжечки, и как вы видите, они в одинаковых обложках, поэтому будут симпатично смотреться на моей полке. Ну, а что я буду делать сейчас? Мои матрешки, они, достаточно гладкие, конечно, но все равно в некоторых местах у них есть какие-то шершавые части. Некоторые из них даже не могут стоять ровно, потому что у них здесь что-то мешается. И мне нужно убрать все лишнее, сделать их гладкими. И для этого мне нужна наждачная бумага, наждачка, но она у меня не в форме бумаги, она у меня в форме вот таких вот блоков. Вот такой целый набор. Ну, вот такой вот у меня результат. Мои заготовочки. Я оставляю их сушиться на ночь. И завтра я буду их раскрашивать этими красками. Доброе утро! Сегодня какой-то супер странный день. Я проснулась от того, что вспомнила, что у меня урок испанского утром. Мне немного грустно, потому что я совсем не готовилась, не сделала задание и вообще была максимально растеряна. Но все нормально, мы провели урок, и я уже позавтракала. И сейчас буду раскрашивать. Мои заготовки высохли. Все выглядит сейчас. Все высохло и прилипло. Оп. И я приготовила карандаш, кисточки, палитру. И также налила воды. И здесь мои краски. Нужно будет сейчас их выдавить на палитру. Ну и я открыла на ноутбуке мой рисунок, чтобы понимать, где и какие цвета. Теперь мне нужно выдавить краски
из тюбика на палитру. Так, для этого мне нужно снять защитную пленку или фольгу. Ну и сейчас мне пора готовиться к урокам, поэтому на сегодня все. Сейчас покажу, что я успела сделать сегодня. На самом деле я успела сделать очень мало. Я использовала только 2 цвета. И я думаю, вы можете заметить, что цвет на матрешке на дереве выглядит темнее, чем он выглядит в тюбике, например. Потому что в тюбике у меня вот такой цвет. Ой, да, отставить панику. Вот такой цвет у меня в тюбике, и вот такой цвет уже на матрешке. В принципе, не страшно. Для меня никакой разницы. Это тоже очень симпатичный цвет. Всем привет! Сегодня среда. И так моя матрешка выглядит сейчас. Вчера вечером у меня было время после уроков, и я решила положить второй слой этих 2 цветов. И я думаю, сегодня она выглядит симпатичнее. И мой план на сегодня — это сейчас покрасить матрешку розовым цветом, может быть голубым, если у меня будет время, потому что мой первый урок сегодня начинается в 6 часов, но до уроков я хотела побегать. Это значит, что я буду бегать сегодня днем под солнцем, но это не так страшно. И в 6 часов я уже должна сидеть за компьютером, и я должна быть готова к уроку, и я должна нормально выглядеть после бега, то есть переодеться, принять душ и желательно поесть, потому что я не хочу, чтобы кит в моем животе пел песни во время уроков. У меня перерыв на кофе с печенькой. Здесь у меня капучино. Сейчас попью кофе. Надеюсь, краски не успеют высохнуть. Не должны. И продолжу. Ну что, я никуда не пошла сегодня. Я решила закончить этот мой маленький проект сегодня. Поэтому побегать я могу завтра, но та-дам! У меня уже есть результат. Сейчас я немного уберу комнату, уберу лишние вещи, приведу, в общем, ее в порядок и покажу вам результат. Всем привет! Я вышла на пробежку вдоль моря. И в моей квартире солнца обычно нет днем, оно появляется только вечером. И поэтому я думала, что на улице нет солнца, и посмотрела прогноз погоды, и там было 23 градуса, и ветер очень сильный, и я поэтому взяла куртку. Но как же жарко, не самая лучшая погода для бега.
но зато очень красиво. Посмотрите. На этом я заканчиваю этот влог. Спасибо, что посмотрели его до конца. Поддержите меня лайком, если вам понравилось это видео. Увидимся в следующем влоге. Пока-пока!